Самые большие раны наносятся словами, а не кулаками. Из этого ролика ты узнаешь историю моего клиента Алекса и Ани, сигналы женского неуважения и последствия таких отношений. В конце ролика я расскажу, как выйти из таких отношений, поэтому досмотри это видео до конца. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Представь себе, ты встречаешься со старыми друзьями, чтобы, например, отметить день рождения. Вы рады, что вы наконец-то встретились, долго не виделись, счастье тебя наполняет. Ты делишься новостями, вы вспоминаете старые добрые времена, но вдруг твоя жена начинает вести себя странновато. Она перебивает тебя, критикует перед друзьями, уменьшает твои достижения и рассказы. Ой, говорит, да ладно, это не важно. Вот я, говорит она, когда ты пытаешься поделиться чем-то значимым со своими друзьями. Интересно, что будет дальше? Тогда ставь лайк и поехали. Ситуация обостряется, когда один из твоих друзей делает тебе комплимент или восхищается твоей работой или достижениями, да чем угодно. Твоя девушка сразу же находит способ подколоть тебя и делает это, как будто это шутка. Ну да, он всегда такой звезда, но вот только дома что-то этого незаметно. Ты пытаешься смеяться вместе со всеми, но внутри чувствуешь боль и унижение. Ты вспоминаешь, что вообще-то забыл, что такое женская ласка, прикосновение, да и вообще, что такое добрые слова от своей жены. В конце вечера, когда гости уходят, ты решаешь спросить у нее, что она так себя вела, что она такая агрессивная. И в ответ ты слышишь обвинение. Ты всегда хочешь быть в центре внимания, я просто показала, что ты не идеальна. Ты злишься, понимаешь, что это неуважение, и оно стало нормой в ваших отношениях. Это история моего клиента Алекса, ему 29, он инженер крупной компании, хорошо зарабатывает и считает себя достаточно успешным. Аня, его девушка, она часто его критикует и сравнивает с другими мужчинами, и указывает на его недостатки. Напиши, кстати, в комментариях, а как бы ты отреагировал на такое неуважительное отношение? Алекс рассказал, что старался делать все, чтобы Аня была счастлива. Подарки, ужины в ресторанах, поездки на выходные. Но Аня постоянно выражала недовольство. Она говорила, что Алекс может быть лучше. Более того, она ограничивала его свободу. Она ревновала его к коллегам без основания и требовала отчета за каждый проведенный, когда они не виделись, час. Алекс признался, что чувствует себя как будто под каблуком и не знал, как изменить эту ситуацию. Он боится, что если он выразит свое недовольство, тогда Аня просто уйдет от него, и он останется один. На консультациях я предложила Алексу несколько стратегий для того, чтобы улучшить отношения с Аней. Алекс понял, что он просто обязан отстаивать свои границы и не допускать унижения в свой адрес. Через несколько месяцев Алекс снова пришел ко мне на консультацию и рассказал, что ситуация улучшилась. Ей! Он смог четко выразить свои чувства и ожидания от Ани. И она, к его удивлению, восприняла это с пониманием. Они начали обсуждать свои недовольства, стали лучше понимать друг друга и научились общаться во время конфликта, во благо отношений, а не разворачивать побоище. Сейчас Алекс чувствует себя гораздо счастливее и увереннее. А Аня извинилась за то, что вела себя так, и призналась, что она была неправа. Умница! Если ты замечаешь, что отношения превращаются в стресс, если в отношениях похожая ситуация, то приходи ко мне на консультации. И для этого напиши мне консультацию в комментариях, и тогда ты сможешь получить мою помощь и поддержку. Вот какие сигналы неуважения используют женщины. Сигналы женского неуважения могут быть разными. Иногда тоненькие, но они ясно указывают на то, что есть какой-то дисбаланс в отношениях. Сейчас расскажу про некоторые из них и расскажу про примеры и про фразы, которые могут говорить о наличии проблемы в ваших отношениях. Первое. Постоянные сравнения. А вот твой друг Саша гораздо успешнее тебя. Почему бы тебе не быть, как он? Такие фразы могут наносить ущерб самооценке и создавать чувство неполноценности. Второе. Отсутствие физической близости и теплоты. Ты забыл, что такое объятие, что такое ласка, когда ты в отношениях. Секс кажется чем-то, что нужно умолять и заслужить, и нет инициативы с ее стороны. Это отсутствие желания быть близким и демонстрация равнодушия к потребностям партнера. Третье. Отсутствие доверия. А кто это тебе написал в WhatsApp? А ну-ка покажи свой телефон. Это выражает недоверие, что она пытается тебя контролировать. Четвертое. Игнорирование потребностей. Мне все равно, что ты чувствуешь. Главное, что я хочу. Пренебрежение чувствами и потребностями партнера говорит о том, что девушка эгоистичная и не уважает тебя. Постоянное избегание общего времяпрепровождения.
Если она постоянно убегает по магазинам, к подругам, к маме и оставляет тебя одного, значит, ей не хочется проводить время вместе с тобой, и, конечно, это подрывает эмоциональную связь. Шестое. Пренебрежение мнением партнера. Твое мнение никого не интересует. Я лучше знаю, что нам нужно. Туше. Седьмое. Сарказм и обидные шутки. Ну какой ты мужчина, даже не можешь гвоздя в стену забить. Язвительные комментарии, которые маскируются под шутки, могут очень глубоко ранить. Восьмое. Меркантильность. Ты должен покупать мне дорогие подарки, чтобы доказать свою любовь. Девушки, которые сосредоточены только на материальных аспектах в отношениях, подрывают эмоциональную связь. Девятое. Ограничение свободы и личного пространства. Ты не можешь ходить к своим друзьям, ты должен проводить все выходные только со мной. Такие попытки контролировать время и действия партнера наносят ущерб отношениям. Если в твоих отношениях ты заметил такие сигналы неуважения, то ты можешь постоянно чувствовать себя одиноким рядом со своей девушкой или женой. Такое постоянное чувство может привести к потере самоуважения, уверенности в себе и даже может приводить к депрессии. И в итоге, если ситуация не поменяется, отношения могут просто закончиться, потому что очень трудно оставаться с тем, кто тебя не ценит и не уважает. Ну и последнее. Как же выйти из таких отношений? Если ты все еще не подписался на мой канал, то, пожалуйста, подписывайся, и мы продолжим разбор. Начать путь к исцелению– это признать, что что-то идет не так. Но с этим можно разобраться. Спроси себя, хочешь ли ты продолжать свою жизнь рядом с тем, кто тебя не ценит и постоянно унижает. Если ответ нет, то приветствую! Это твой первый и самый важный шаг. Из моего опыта помощи мужчинам я знаю, что многим очень трудно увидеть реальность в отношениях. Но я помогу тебе в этом и дам много поддержки. Если ты хочешь знать секреты здоровых отношений, смотри это видео на моем канале. Вот это. Ну и помни, ты красавчик, и Васикова с тобой.